Ну а сегодня сзади нас ворота радости. А это значит, дворец Топкапы работает, и мы начинаем нашу экскурсию по этому знаменательному месту. Я в приятном шоке, у меня эмоции зашкаливают. Я не помню, чтобы Хюррем Султан здесь ходила. Что тогда, в 16 веке, что сейчас людей здесь не меньше, очень много людей. Вы заслужили этот контент. Прощаюсь. Хороший обмен, паспорта нам нафиг не нужны. Телефоны пригодятся. У меня до сих пор мурашки. Кто даст паспорт мой? Все. Войдя в первые ворота, пушечные ворота, поэтому, кстати, замок называется дворец Топкапы, его назвали, потому что, когда султан выезжал с первых ворот, всегда звучали пушечные выстрелы. Двор первый, в который мы попадаем, его еще называют двор янычар, потому что именно в этом первом дворе собирались янычары, ждали, когда они выдвигались вместе с султаном в поход. Сюда могли пройти большинство людей. Именно вот этот вот первый двор, это двор для ожидания, тех, кто ожидал аудиенции к султану. Мы стоим в очереди, чтобы приобрести билеты во дворец Топкапы. Вот сзади нас уже ворота. Наверное, их не видно. Вот стоимость билета. Сейчас приобретем, вам покажем. Стоимость билета во дворец Топкапы. Гарем оплачивается отдельно. Собор Святой Ирины, который находится здесь же в первом дворе, тоже оплачивается отдельно. Один билет стоит 950 турецких лир. Кассы расположены в первом дворе. Здесь же уникальное строение храм Святой Ирины. Это один из древнейших христианских храмов Константинополя, сохранившийся до наших дней. Это первая христианская церковь, построенная императором Константином в IV веке нашей эры. Подземные ходы. Нет, не ходы. Или ходы. Да, представляете, вон туда можно пройти. Или нельзя, не понимаю. Представляешь, подземный ход? Выход закрыт, вы остаетесь здесь. Все. А вы кто, простите? Я охранник. Так не... Какой? Там не было охранников. Я зам охранника, не было министра янычаров. Зам Я главки. закрыл для вас. Все. Был командующий янычаром. Не знаю. Я командующий янычаром. Да вы чудно. Вы остаетесь здесь. Да, конечно. На 1000 Где ваш лет. смешной головной убор янычарский? У меня тут очки есть. Вот я такой вот буду. Ну все, я пошла туда. Кстати, мои габариты вообще позволят исследовать мне подземные пути. В 8-9 веках началась эпоха иконоборчества, в результате чего в церкви разрушили все фигурные мозаики. Вместо фигуры Спаса Вседержителя установили черный мозаичный крест. Во времена Османской империи храм Святой Ирины единственный, который не стал мечетью. Его использовали как оружейный склад, а позже уже стал музей. Ну а дальше, все в том же первом дворе, мы попадаем на вторую кассу. Здесь также большие очереди, потому что желающих посмотреть дворец очень много. Ну а мы ищем окно, где выдают аудиогид. Аудиогиды предоставляются бесплатно к этим билетам. Ну, блин, наверное, за 950 турецких лир. Но есть шанс, что, вот Аделина говорит, что мы слишком поздно идем, и, возможно, они все закончились. Поэтому посмотрим сейчас. Сейчас проверим. Хватит ли нам. Вот они висят у людей. Такие черненькие штучки на черненьких ремешках. Это как раз аудиогиды. Но все идут с ними, то я думаю, что нам хватит. Прежде чем войти вот в эти вторые ворота, направо, если вы без гида, вы можете взять бесплатно аудиогид. Конечно, если вы придете к обеду, вам придется уже выстоять вот такую вот большую очередь. Но вы можете прийти раньше, и тогда очередь будет меньше.
Хотим обменять, точнее взять аудиогиды. Не оставлять, наверное. Дадут ли нам гид? Не оставлять. Оставлять. Окей, true аудиогид. Two passport. В общем, чтобы получить аудиогид, надо сдать паспорта. Константин, Я прощаюсь с ним. мне кажется, ничего не поменялось. Мы сейчас в рабство попадем султану. This is your return card. Мы получили нашу карточку. Аудиогид. Окей. Russia? Okay, there are different numbers on the boards. When you see number, press numbers, press play, listen again. To Russia. Так, ну что нам дали? Взамен наших паспортов. На что мы поменяли? Два телефончика дали. Два Но я думаю, хороший обмен, паспорта нам нафиг не нужны. Конечно. Телефоны пригодятся. Все отлично. Идем домой. Все, всем пока, мы остаемся А в что ты ТОП КП. смеешься? Тебя сейчас евнухом сделают. Я не хочу быть тем. Ну, а там не спрашивают. Это реально... Вы заслужили этот контент. Вот. Смотрите дальше нас. А мы будем так вот хохмить. Аншлаг. И мы входим в дворец через главные ворота. Это не главное, это уже вторые ворота. Вторые ворота, хорошо. Ну, куда не могли входить обычные люди. Все, заходим. Столько людей, столько людей. Bunun interneti çekmiyordur muhtemelen. Bir kapıya kadar tamam onu okutacağız. Все. Мы прошли. Сейчас мы попали во второй двор. Двор, куда не могли попадать все люди. Двор, куда пропускали высокопоставленных чиновников, послов, канцлеров, не знаю, как их называлось точно. В общем, Вот. привилегированных уже людей. Конечно, да, с каждым двором привилегированность растет. И сюда, в этот двор, въезжать верхом мог только султан. Вот. Вот. Все остальные, естественно, должны были уже выходить в эти ворота Здесь он исключительно скакал. пешком. Покажи справа. Вы видите эти огромные трубы? Трубы. Знаете, что это? Гидростанция какая-нибудь. Это печи. Печи. Вот это все, это султанские кухни. Огромные кухни, которые кормили огромное количество человек. Есть информация, что в разные периоды по-разному, но вообще одновременно здесь могли жить около 5000 человек. Представляете? Это прислуга, естественно, это все члены семьи. И вот на этих кухнях как раз-таки готовили. Вот это вот все, это как раз-таки печь. А это главное правительственное здание – Диван или Диван-хане. Место заседания высших правительственных чиновников и военачальников во главе с великим визирем. Заседания проводились несколько раз в неделю. Султан же в них участие не принимал. Но над местом, где восседал великий визирь, есть решетчатое окно, откуда падишах в любой момент мог наблюдать за собранием и слышать все, что там происходит, при этом оставаясь незамеченным. Кстати, именно султан Сулейман приказал сделать это решетчатое окно. До него же все султаны лично присутствовали на заседании совета. Во втором зале дивана оформлялись все документы, которые были связаны с собраниями. Ну а дальше находился кабинет великого визиря и канцелярия. Ну а дальше мы идем в гарем. Вообще. А вообще говорят, что гарем — это самое красивое место здесь, которое обязательно нужно посетить. Самое красивое. И вот там же в фильме очень много уделялось еще и придворным, потому что
было много интриг. Естественно, в этих интригах участвовало очень много людей. Чем больше, тем лучше желать. Но не знаю, насколько это было правда или художественный вымысел. Художественного много, конечно, было в этом сериале, естественно, но основное это исторический фундамент. Вот мы заходим. Окей. На первый взгляд неприметный вход ведет в целый комплекс гарема. Здесь жили наложницы, рабыни, жены султана, дети, сестры, а также евнухи и валиде, мать султана, которая была главная в гареме. Мужчинам вход в гарем был строго запрещен, за исключением султана и евнухов. За нарушение грозила смерть. Ну а эту комнату, думаю, узнают многие. Те, кто смотрел сериал «Великолепный век». Общежитие наложниц. Конечно же, снимать сериал во дворце никто не позволил. Но павильоны для съемки были воссозданы точь-в-точь, как здесь. В гарем девушки попадали, будучи украденными, захваченными в плен, проданными на невольничьем рынке. Здесь они принимали ислам, получали новое имя и обучались грамоте, языкам, музыке и основам ислама. Все девушки стремились завоевать внимание султана, потому как если удавалось родить ему ребенка, ее статус повышался. Она переезжала в отдельные апартаменты и имела личных служанок. Но сделать это было чрезвычайно сложно, потому как конкуренция была очень высокая. Жен у султана могло быть несколько, но у султана Сулеймана она была всего одна, всем известная Хюррем, но настоящее имя было Роксолана. Для нее он даже вел специальный титул – Хасыки, то есть жена, родившая наследника. По историческим данным, она была не просто женой султана, но также его политическим советником, имея огромную власть. Здесь же находится мечеть, где молились наложницы. Ну а пройдя дальше, мы попадаем в комнату евнухов. Конечно, никакого пышного убранства здесь уже нет. Более того, комната кажется очень темной и очень холодной. Но я думаю, что во времена, когда они здесь действительно жили, конечно же, здесь были все необходимые предметы быта. Это хамам для евнухов. И в целом по количеству умывальников, мест для омывания, убранству хамамов мы можем понять, что чистоте в те времена уделялось особое внимание. Музыкальная школа. Везде решетки. Привет. Привет. Вы здесь живете? Нет, я не учусь здесь музыке. А ты бы здесь поиграла на... Вообще так неоднозначно. Казалось бы, девочки были рабынями. Они попадали сюда, потому что в большинстве случаев их украли, а потом либо сразу привезли сюда, да, их приобрели, либо сначала на невольничий рынок этапах уже купили и сюда отправили в замок. С одной стороны, многие из этих девушек были из глухих деревень, из неблагополучных семей, и у них, по сути, будущее было весьма непонятным. Здесь они получали образование, очень хорошее образование, вот даже отдельный зал был для музыки. Их учили музыке, их учили танцам, учили языкам, но при этом они были рабынями и вдалеке от своей семьи. Вообще неоднозначно просто. Хотя, будучи, если бы они остались дома, их, например, там не украли, не продали, их так и так бы они оторвались от своей семьи, потому что их могли бы выдать замуж вообще там с того, за кого они не хотят выйти, и также судьба была. Ну, то есть все настолько неоднозначно и непонятно, что же лучше. Но здесь они, конечно, жили просто роскошно.
Далее мы попадаем в главную часть гарема, и здесь нас встречает темнокожий евнух. На мраморных столах, расположенных слева, девушкам оставляли готовую еду на больших подносах, и уже отсюда служанки, рабыни гарема разносили их по всем остальным комнатам. Это двор наложниц и фавориток султана. Сейчас мы находимся в комнате Валиде Султан. Валиде – это мать султана. Это была, естественно, здесь самая большая такая богатая комната. Güzel çabuklar. Гюзель, это что значит? Красиво. Красиво. Да, красиво здесь. Он отличается от других комнат. Дальше, по коридору, отличающемуся своим роскошным оформлением, мы попадаем в хамам Валиде Султан и самого султана. Мрамор, драгоценные материалы и золотая решетка, которая, если верить открытым источникам, служила защитой султану во время посещения хамама. Церемониальный зал. Зал, которым, по всей видимости, вдохновились создатели сериала «Великолепный век», создавая декорации для зала, в котором Хюррем танцует для Сулеймана. На самом же деле построен он был только в конце XVI века, внуком Хюррем и Сулеймана Мурадом III. Другие султаны также вносили в этот зал свои изменения. И сейчас мы видим здесь уже результат многочисленных перестроек и смешения стилей. Использовался этот зал для семейных торжеств, церемоний и приемов гостей. Из церемониального зала мы попадаем в покои султана Мурада III, построенные в конце XVI века. Здесь располагается его кровать, рабочая зона, а также традиционный османский очаг. Напротив установлен фонтан, который по одной версии служил охлаждением комнаты в жаркое время, а по другой использовался для того, чтобы шум воды заглушал важные разговоры султана и никто не мог их подслушать. А сейчас мы с вами идем по Золотому пути. Да-да, тот самый, по которому наложницы шли к султану. Но произошло это название от другой традиции, а именно после восхождения на престол султана, проходя по этому пути, он разбрасывал золотые монеты. Пройдя в эти большие распахнутые ворота, мы попадаем в личный двор Валиде Султан. Конечно, такой был только у нее. Другие наложницы, фаворитки султана, могли довольствоваться максимум балконом в своих отдельных апартаментах. Ну что, заходим в ворота. У нас уже вот здесь ждет Аделина. Не терпится ей. Просто мне кажется, что тогда, в 16 веке, что сейчас людей здесь не меньше, и настолько большая проходимость. Смотрите, пороги, они из мрамора, из камня, и насколько они со временем, да, сточились, как будто что-то мягкое очень, и вот деформировалось. Вход в ворота счастья был закрыт для всех, без разрешения повелителя. Даже великий визирь мог войти в определенные дни и в особых случаях. За ними располагается палата аудиенций, где султан проводил встречи с Государственным советом и принимал послов иностранных государств. В палату два входа. Задняя дверь использовалась только султаном, а в переднюю входили высокопоставленные чиновники и послы, которые удостаивались аудиенций. Идем дальше. Уже по дворцу. Здесь все красиво. Мрамор. Знаете, вот прям мой вам совет.
Прям прислушайтесь к нему, и будет вам счастье чуть еще больше. Приходите с утра. Очень много людей. Вообще. Ну, так много людей смотрело «Великолепный век». И даже не то, что «Великолепный век», даже те, кто не смотрели «Великолепный век», идут сюда, потому что это самое знаковое место в Стамбуле. Одно из, вернее, а я Софии тоже. Но вот в это время, вот 14:22 мы здесь. Очень много людей. Некоторые вещи даже быстрее пробегаешь, не смотришь, а проходишь вместе с толпой людей. Идем дальше, и вот смотрите, какая-то очередь, огромнейшая очередь. Она еще дальше стоит. Вот здесь, конечно, очереди. Но здесь очереди нет, может сначала сюда пройдем. Давай. Мы в новом помещении. Это одежда. Османы. Это интересно, сейчас я быстро пройду. Сейчас станет еще интереснее, выбирай. Вообще была такая практика относительно кафтанов. Их приносили в дар. И очень часто эти кафтаны травили. Человек одевал этот кафтан и умирал. Такая была практика. Бытует даже легенда, что отец султана Сулеймана отправлял ему, своему сыну, вот такой отравленный кафтан. Аделина Эдуардовна, пару слов о ваших впечатлениях. Мои впечатления. Очень много всего. Я знаю, что многие поедут сюда, так скажем, по следам Великолепного века. Скажу вам сразу, что многие строения здесь либо переделаны, в большинстве своем переделаны, либо какие-то элементы добавлены уже в 18 веке. Очень много элементов 18 века. Поэтому не удивляйтесь, если вы войдете и скажете: я не помню, чтобы Хюррем Султан здесь ходила. Вот. Потому что есть вот такие вот новодел, так скажем. Ну и очереди, конечно. Я в восторге. Я хожу, моменты те, которые я помню из сериала, это прям вообще взрыв мозга. Типа как я смотрела 2 года или сколько, 1,5 года, сколько он шел на это. А теперь я здесь. У меня вообще отдельная такая личная история. Именно почему я так рвалась сюда. Почему мне так ценно именно здесь, сейчас быть. Мои впечатления пока я в приятном шоке, у меня эмоции зашкаливают. Но, вот мой вам совет: не удивляйтесь и приходите рано. Вот прям к 8 утра приходите. Не приходите к обеду. Очень много людей. Большое количество людей не позволяет себе насладиться, остановиться и насладиться всем этим. Вспомнить, вытащить из недр памяти те фрагменты из сериала. Не позволяет. Вообще очень сложно. Прям надо остановиться и вдуматься. А мы простояли в очереди, чтобы попасть на вот этот балкон и увидеть пролив Босфор. Все очень медленно. Одним из самых притягательных мест третьего двора является сокровищница султана. Здесь представлены разнообразные коллекции несметных сокровищ из золота, серебра и драгоценных камней. А это золотой трон Мурада III, подаренный султану в 1585 году. Трон использовался для проведения праздничных церемоний в Османском дворце.
Рядом находится палата святых реликвий. Здесь хранятся одни из самых важнейших реликвий ислама. Мантия пророка Мухаммеда, мечи, принадлежавшие его ближайшим сподвижникам, след ноги пророка Мухаммеда и другие ценные священные предметы. Именно в этой палате на протяжении уже 5 столетий непрерывно читают Коран. 12 хафизов круглосуточно несут службу в сакральной комнате. Но интересно еще и то, что эта палата служила также личными покоями и рабочим местом султанов. Посетителей здесь едва ли не больше, чем в других музеях дворца, поэтому снять отдельно каждый экспонат весьма затруднительно. В центре третьего двора расположилась библиотека султана Ахмеда III. При ее строительстве использовался исключительно белый мрамор, а внутренняя ее часть была отделана цветной глазурованной керамической плиткой со сложнейшими орнаментами. Всего в библиотеке было собрано более 3500 томов по богословию и исламским законам на 3 языках – турецком, арабском и персидском. Сейчас эти книги хранятся в мечети Агас. Ну а мы проходим в красивый и уютный 4-й двор Топкапе. Он создан для отдыха и прогулок султана и его семьи. Действительно, после многочасовых прогулок по дворцу именно здесь хочется остановиться и присесть на лавочку, разглядывая беседки и павильоны, представляющие традиционную османскую архитектуру. С левой стороны мы видим павильон Еревана. Ереванский павильон был построен султаном Мурадом IV в честь завоевания Еревана у Персии. Здесь хранится трон султана Ахмеда I. Стены павильона украшены изникскими изразцами. Вдоль стен традиционно диваны и много света, поступающего через большие окна здания. Рядом с павильоном терраса Софа и Хюмаюн с декоративным бассейном и маленьким фонтаном. Вид террасы на бухту Золотой Рог. В беседке и в тарье, расположенной в центре террасы, султан Ибрагим I любовался бухтой и принимал пищу после захода солнца. Ну, на самом деле много есть интересных локаций, где можно посмотреть, как сейчас выглядит дворец. Ну, конечно, воссозданный уже. А так вообще немножко усталость уже есть, если честно. Очень плохой интернет здесь, прыгает постоянно, то есть, то нет. Когда выйдет этот ролик, наверняка многие уже видели это все в нашем Telegram и Instagram канале. Подписывайтесь, здесь будут QR-коды, в описании будут ссылки. Потому что вся своевременная информация появляется именно там. Вот вы смотрите это только сейчас, а те, кто подписан на Инстаграм и в Телеграме, они видели уже немного всего этого ранее. Ну, кому интересно следить за нами в реальном времени, подписывайтесь. Там, кстати, уникальный контент. Иногда мы делаем такое, что в видео этого нет, а там кое-что показываем. Да, кстати. И на этом мы возвращаемся во 2-й двор, чтобы сдать аудиогид. Бесполезный аудиогид. Сейчас расскажу, почему. Возвращаем наши паспорта. Паспорт. Мы свободны. Такая Это радостная. мои вообще, не снимай паспортные данные. Как будто тебе подарили паспорт. Вообще-то, Константин Аркадьевич, твой паспорт теперь у меня. Так что попрошу. Отдай мне мой паспорт. Нет. Его мне отдали вообще-то. Короче, аудиогид Вот, мне не на понравился. фоне. Почему ты снимаешь меня вот так? Я снимаю башенки, Ты меня сними. снимаю тебя. Аудиогид мне не понравился. Я знала больше. Он дает какую-то информацию очень общую. Ты заходишь во 2-й двор, вот в эти ворота. И там должно быть столько информации. Он просто говорит: направо кухня, налево диван. Ну и рассказывает, что там о куполе. Диван – это место, где проводили заседания советов. Рассказывает об убранстве вот этого вот дивана. Все. Про гарем вообще просто, я не знаю, минута слов. Нет, аудиогид не советую. Лучше либо берите прям русскоязычного гида, либо сами почитайте предварительно и уже потом идите.
Я рекомендую вот прям точно. У меня до сих пор мурашки, я буду еще очень долго это все переваривать, обдумывать. Вот. Кто даст паспорт домой? 5 часов прогулок по комплексу ТОП-КП однозначно того стоит. Выходим с первого двора Янычар. Отсюда же вошли и, соответственно, отсюда же выходим через главные первые ворота. Да, вот они. Все их сейчас помнят. Так что обязательно приезжайте сюда, обязательно смотрите дворец ТОП-КП. Это интереснейшая история, которую сохранили до наших дней. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Это не последний наш выпуск из Стамбула. Следующие скоро тоже будут. Раз в неделю или, может быть, даже чуть чаще. В общем, смотрите, будет интересно.